Приветствую всех на моем канале. Хочу показать вам, как можно сделать бюджетный камин своими руками, который будет вас радовать и создавать уют в комнате. Вам понадобится 3-4 листа полипропилена пеноплекс. Количество зависит от размеров камина. Размер моего камина на схеме в конце видео. Можно взять для основания один лист толщиной 4-5 см и 2 листа по 2-3 см. Для начала понадобится скотч бумажный, карандаш, нож выдвижной, рулетка, клей универсальный и линейка. Отмеряем, аккуратно отрезаем и собираем. Для начала не склеиваем, а составляем так, чтобы понять, все ли у нас получается. Смотрим, если нам все нравится, клеим, кроме верха. Сверху кладем утяжелители, можно стопку книг. Для временного крепежа используем бумажный скотч, чтобы ничего не разъехалось. Затем формируем портал, верхнюю и заднюю стенку. И тоже их склеиваем. Вот такая конструкция у нас получилась. Когда собрано все, можно приклеить вверх. Клей не жалеем. Верх должен быть очень крепко приклеен, так как обычно при поднятии камина беремся за верх. Сверху кладем утяжелители. Пока у нас вся конструкция склеивается, нарежем кирпич. Из пеноплекса режем кирпич примерно размером 5 на 14 см, высота полипропилена 2-3 см. Из этих кирпичиков нарезаем тонкие плоские пластины толщиной примерно 0,5 см и приклеиваем их в портал. Неровности на пластинах при резке придают вид более натурального кирпича. У меня остался кусок гипсокартона после ремонта, и я решила его приклеить сверху. Он усилил конструкцию и сделал ее более устойчивой. Камин обрабатываем пропиткой. Затираем все неровности, щели и швы шпаклевкой. После высыхания проходимся легкой наждачной бумагой. Купила плинтуса потолочные, самые недорогие, тоненькие. Когда камин оформлен, весь декор наклеен, красим белый цвет. Краску берем для потолков и красим на 3-4 раза. На Алиэкспресс я заказала декор деревянный 30 на 7 см и по бокам декор 4 на 4 см. Материалы берите любые в маленьком объеме. А если у вас осталось после ремонта, то и тратиться не надо. Вот такой получился камин. Мне очень нравится, красивый, в стиле классики. Легко поднимаю и переношу его в комнату на второй этаж. Он радует, особенно под Новый год, когда включаешь свечи, гирлянду, украшаешь его. Это просто праздник, уют и комфорт. А когда это сделано своими руками и бюджетно, то еще больше греет душу. На схеме указаны размеры моего камина. Придумайте свой камин, декор и украшения. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения, позитива, душевного тепла, мира и благополучия.